Так, здорово, Илюх. Ну, привет. Соответственно, Илидан Ярость Бури, как тебя еще называют. Это я. Вот, это мой новый выпуск «Ты кто?». Почему был такой застой, я расскажу. Потому что я придумал вопросы для тебя. И я, короче, несколько шуток для нашего начала настругал. Давай я буду их тебе шутить, а ты будешь оценивать. Так. Так, слушай. А, Первая шутка, соответственно. Я долго думал, как подготовиться к тебе. Если вопросы тебе покажутся грубыми, то знай, я советовался со всеми читерами, которых ты попустил. Хорошая. Ладно, где-то на 3 из 10. Серьезно? Ладно, есть лучше. Да, давай. Я долго думал, как мне придумать к тебе хорошие вопросы, а в итоге 10 тысяч раз прокрутил один и тот же. Это шутка про то, что ты на одном и том же персонаже в любой игре играешь 10 тысяч игр. О, так, ну ладно. А тут есть критерий за оригинальность? Есть, но он в целом в шкалу входит. Окей, тогда, ну давай 4 пусть будет. 4. И вот это вот, хотя бы на пятерочку, я надеюсь, она мне кажется немножко взрывной. Ну Так, давай. я долго думал, как подготовиться к тебе, и в итоге позвонил маме. Это 10 из 10, даже 11, я бы сказал. Так, а еще я, кстати, не понял все-таки, почему ты не в смокинге пришел, потому что ты сказал, что придешь в смокинге. Я этого не говорю, это ты просил меня в этом прийти, но так как у меня нет костюмов, то сори. У меня Ладно, нет ни одного костюма, понял. кроме школьного выпускного. Это такой, который такой квадратный весь, да? Когда Да-да-да. еще штаны на ветру как парусник раздувает. Ну, У почти. меня, у меня были такие, до 9 класса в них ходил. Это когда меня мама одевала. Я тебе рассказывал, да, что у меня собаку Эля зовут. Была бы она мальчиком, была бы Илиданом, соответственно, мне Да, подарили ее родители, брат придумывал слышал имя. уже пару раз. Tick-tock, 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 tick-tick-tock, tick-tock, tick-tock. Так, я буду тебе задавать вопросы, а ты давай будешь на них отвечать. Согласен? Ого! Ого! Так, смотри, первый серьезный вопрос. Ты готов? На 500 рублей? А несгораемые суммы будут присутствовать? Ну Как- давай, давай. Или какие? варианты ответа. Да нет, это ты будешь сам придумывать все. Хорошо. Первый вопрос. Итак, внимание. 3 самых сильных команды в мире на твое усмотрение, во. Ну, В в какой Апексе, игре? соответственно. А, в Apex? О, ну слушай, сложный вопрос на самом деле. Наверное, по достижениям стоит смотреть. Но одну из команд, которую я бы назвал, ее не существует больше. Это Какую? КСД. Ну, с Максом, когда они играли. Да, так его давно не существует. Это уже гида. Это Ну да, да-да. Так что, игры, да. блин, ну, прямо сейчас Мгм. тяжело на самом деле сказать. Но последний, так сказать, квалы сильные, ой, не квалы, а турнир выиграли Фатмы. Так что, ну, нет смысла. Хоть Battle Royale — это все-таки во многом рандомная вещь, но игнорировать победу на любом турнире, учитывая, что сама дисциплина предполагает наличие огромного количества рандома, все-таки неправильно, поэтому пусть это будут Фатмы. Мгм. Пусть это будут, Подожди, еще гамбиты. секундочку. А ты в курсе же, да, что, соответственно, Фатмы не прошли сейчас на ГЛЛ, они отвалились в РО-80? Ну, все же ГЛЛ много кто отвалился. 789 вот отвалились, хотя я их Да-да, считаю действительно сильными. Я не считаю, что они там в топ-3 входят, но я считаю, что они довольно сильная команда. сто Вот, с, процентов. хорошим потенциалом. Сейчас я бы назвал, наверное, Альянс и Гамбит. Мне кажется, вот так. То есть все же я считаю, что гамбиты были ниже, чем своя форма их, потому что там был файт против 789, очень интересно. Там было еще пару моментов, которые им действительно игру, занизили по местам, чем то, что они должны были занять.
Да, это заслуга противоположной команды, безусловно, которая их в этом файте победила, но все же от них там зависело больше, чем от противника. Поэтому вот да, наверное, так и скажу, что это Фатмы, которые выиграли, это Альянс, несмотря на то, что они Мгм. заруинили сами себе турнир, откровенно говоря, своему последней игре. Вот, и Гамбит, да, наверное, так. Прямо сейчас. Вторым вопросом должно было быть 3 самых сильных команды в Европе, но ты самый сильный в мире назвал 3 европейских команды, так что этот вопрос я уберу. Ну да, Давай я считаю, что если любая американская команда будет играть в Европе, она просто, ну, никуда не залетит, ни в какой топ. Мне так кажется, потому что у них довольно-таки тепличные условия на турнире. интересное мнение, Илюх. 3 самых сильных команды из СНГ. Ну, соответственно, русскоговорящих. Окей. Ну, плюс Нави. А, Русскоговорящих, давай плюс Нави. Ну, Нави там точно есть, это по Мгм. факту. Наверное, Гамбит точно. С третьей сейчас сложно. Раньше бы я назвал Major Pushers, но сейчас... Блин, ну по стабильности и результатам последнее протяжение, на протяжении последнего вот отрезка времени, да, наверное, это 7-8-9. Все-таки они довольно хорошие результаты последние вот Да-да-да. кусок сезона показывали. И если судить команду почему-то, то, наверное, это только результаты. Вот. Так что да, наверное, вот так. Интересно. А Major Pushers это какой промежуток времени? Ну, то, что они с Маликом играли изначально, они довольно Да. хорошо выступали. Потом то, что они с тобой играли, тоже хорошо выступали до определенного момента. Я не знаю, что у вас уж там случилось, но... ну, хотя да, ладно, я знаю, что случилось, но неважно. Дело просто в том, что были моменты и у вас крутые реально. Там были и крутые игры, и крутые турниры. И Major Pushers до этого очень стабильно. Они прям очень-очень стабильно Ну, выступали. это Поэтому да. вот... И и ваш состав, вот когда играли до всех этих ребалансов крипто и новых стратегий с отличным скиллозависимым моментом, где можно стикнуть дрона, очень классная вещь, да? Вот со всем этим. До того, как это все начало юзаться повсеместно, вот, да, вы точно были сильны. Тик дрона это, конечно, прикол. Слава богу, что его убрали в итоге, конечно. Можешь еще вспомнить отличный стик рейфы. Было еще лучше. Ну, тогда не только рейфу стикали, но там хотя бы был риск потерять своего дружбана, пока он будет бежать стикнутый. А сейчас-то с дроном вообще не было никакого риска. То есть с дроном Слушай, это прям бабло. ну при старой кушке я бы сказал, что там тоже риска не было. А тогда, по-моему, не Сколько было она? уже старой 0.3 кушки. юзалась? Когда начали юзать, Не-не-не. по-моему, не было. Так это еще Эйс юзал, который играл уже хер знает когда. Со стиками? Да. Я смотрел Серьезно? их скримы, как они забегали на стройку, и чел взрывал троих в кушке. Я это лично видел, поэтому я точно помню. Нифига себе. Возможно, я просто подзабыл. Но с дроном все равно у тебя не было даже риска потерять какого-то тиммейта, просто был шанс убить весь сквад, при этом потратив только сюрикены и дрона. А если еще Да и я, МПшку в тайминг сдать, то это минус я сквад. согласен, что просто и то это абсурд, который не должен быть в игре. Вот и все, собственно, все остальное это. Что тут большая фигня, что меньше, это уже Ну, вопрос это второй. верно, да. Хотя, мне кажется, на самом деле стик тиммейт это все-таки немножечко скиллкап. Сейчас бы его вернуть было бы прикольно, учитывая, что нету нынешней кушки рыфы. Не думаешь? А ты думаешь, человек на ревенанте на батуте с 3 стиками, залетающий тебе в рожу, это нормально Не, ну будет? ты Я вот прикинь, так как не это трудно. считаю. Да ты прикинь, как это трудно. В воздухе, пока летишь, стикнуть, чтобы когда ты упал, сдетонировало, потому что до батута ты же не сможешь так А сделать. мне кажется, ты успеешь, зависит от рейнджа. Ты на контроле же очень быстро пролетаешь это расстояние. Думаешь? Ну, мне кажется, да. Я недавно Слушай, на контроле зашел на батут и въебался в сквад, случайно не смог подредактировать полет. не, ну, это тренируемая вещь, а все, что тренируемо, добавляет элемент невероятного рандома в компетитив игре непосредственно. Из-за этого я думаю, что вот именно добавлять в эту игру еще больше рандома вообще не хочется, я честно скажу. Ну, вообще, да, да.
Тебе не Так, кажется, уже... что наличие зон в этой игре уже дополнительно достаточно вещей Ну, наличие зон. добавляет? Я, кстати, помню, были какие-то лики по поводу того, что они собираются сделать условно 30 зон, одинаковые паттерны у которых будут, и только 30 условно играбельных зон на турнирах. Но это было где-то полгода назад, и, судя по всему, это сошло на нет. А Не ты слышал думаешь, это такое? плюс или минус был бы? Я не знаю, мне кажется, если делать такой формат, то нужно в таком случае локации балансить, потому что условно West, да, Capital West, Capital East, потом Sorting, они по сравнению условно с Харвестером, да, с Трейнярдом, это прям вообще опишная просто нереальная локи. Тройнярд это вообще не ок. Ну Я да, когда там да. утался, я не понимал, как вообще оттуда играть. Там ни То есть либо у сканилок тебя, нету, ничего, и лута нету. либо у тебя шар с пассом и золотой поезд, и тогда, может быть, ты как-то разыграешь. Поезда нет, если сейчас и шара нет, господи. Как оттуда играть? Как оттуда люди играют? Я не знаю. У меня нет Скучаешь по идей. поездам? Поезд был прикольный. Но не то, чтобы он был прям крутой, но он был прикольный. Согласен. Но он добавлял немножечко рандома. Иногда в последних зонах можно было просто поезд стопать, что начали Мгм. делать в компетиции. Я помню, Да, было такое. очень сильно бомбил, когда видел, что на Ист, во-первых, Ист зона имбовая, да, фрагмент Ист. Ну да. Туда падает синяя зона, туда едет еще поезд, и они все это облутывают, выходят в 3 золотых и бегут в годспот, при этом даже не потеряв тайминги. Да, или в Конечно, 3 там ну, страшные вещи при происходят. том, что делать условно 30 или 40 одинаковых зон, локаций, то, то нужно балансить вот все как раз такие дроп-споты по типу Трейнярда, Харвестера. Делать так, наверное, чтобы в центре было меньше лута, да, Да, а а по по краям краям было больше. застакано Согласен. очень. Для того, чтобы игроки с края были хотя бы лучше одеты, чем... А может вообще сделать покупку лута до игры, что думаешь? Как в Call of Duty? Не, мне не нравится это. Да не, сам процесс лутинга все-таки какой-то интерес в игру добавляет, как мне кажется. Ну да, да, Если сто это процентов. все систематизировать, так ли это будет интересно, не знаю. Так, дефолтный для уже моего шоу вопрос. Кто самый... А будь здоров. А будь здоров. А я покашлял, бро. Да все равно будь здоров. Спасибо. Кто самый красивый в СНГ Апексе? Ну, Никита, конечно. Так, давай к следующему вопросу. Мне снова надо в телефон опускаться. Я их просто немножечко, короче, разбросал под твои варианты ответа. И, короче, да. А, вот, смотри. Я, короче, подготовил рубрику, короче, специально для тебя, Илюх. Ты, Так, ты первый, кто ее тестирует. Короче, так. я когда готовился к тебе, И последний, видимо. я когда готовился к тебе, я гуглил всякие приколы, связанные с тобой, мемы там и тому подобное. Я, короче, нашел несколько, и я тебе их сейчас скину, и нужна твоя реакция на мемы про тебя. Готов? Так, Я тебе их сейчас буду скидывать в Discord. так, а потом домонтируешь, да? Ну, давай. Да, да. Я не понял немного, как это с тобой связано, но решил скинуть тебе, чтобы ты мне Это объяснил. связано, это связано с моим персонажем. Вот. С Гибралтаром? С Элиданом, да. А, Почти с Гибралтаром. Вот это связано с компанией Warcraft и с финальной миссией, роликом после нее. В общем, со мной это никак не связано. Так что так, мем ладно. неплохой. Я его первый раз вижу, что уже бы достойно. Но все же со мной это никак не связано, к сожалению, Кирюх. Давай следующий. Так, Илюх, следующий мем, вот этот точно больше подходит тебе, потому что там еще, ну, про реверсивное, вот это вот все, вот эти слова умные, Так, так, так. это про тебя, Илюх, скидываю. Давай. Этот мем ты видел? Нет. Но это опять же связано с персонажем. Вот, потому что крылатая фраза «Вы не готовы» в конце ролика на Burning Crusade.
разлетелось, так сказать, на мемы в СНГ. Вот, собственно, отсюда и вот эта картиночка великолепная. Придется уволить сценариста. Так, и еще одна картинка, Илюх. Ее уж точно я сделал сам, можешь быть уверен. Это для привлечения аниме-аудитории. Очень, очень много аниме-аудитории, это Ладно, нужно захватить аниме. это далеко не самая ужасная фотка, так что нормально. Были и хуже. Знаешь что? Я когда искал фотки с тобой, под одной из них увидел описание, что ты там что-то рассказывал. Ну, ты вообще много чего рассказываешь, но в том случае конкретно ты рассказывал о своей возможной карьере в Counter-Strike не сбывшейся. Действительно, в Так. Counter-Strike собирался поиграть-то? Слушай, ну я играл в чите очень долго. То есть это первая игра, в которую я начал играть и задумывался о В том, чите чтобы в смысле профессионально в читер? нее играть. Почти. В моем А, родном городе. точно. Вот. И, в общем, у меня довольно неплохо получалось. В городе я там был одним из лучших игроков. Но, естественно, когда я приехал в Москву, вот, тут уже Там пошли было какие-то больше команды 10 онлайн. игроков уже, да, в итоге? Да, в этом и дело. Собственно, потом я начал играть. Мы играли в клубе в Warcraft, в CS. Других игр, в принципе, почти не было. То есть, если они были, то это было мимолетное увлечение, потом все равно возвращались к Warcraft и CS. Вот были турниры локальные по этим играм и так далее. По поводу, значит, CS, я на него забил в тот же момент, как мне он надоел, потому что я примерно понимал, как будет выглядеть тренировочный процесс в этой игре. Ежедневные вот эти стрельба по ботам, вот это вот все. Играть, значит, миксы постоянно в Мирке, искать микс. Канал был такой mix.ru. Вот. Ого. И там люди искали, значит, все миксы, чтобы играть, регаться там на платформу какую-то. Фейса-то еще не было в помине, понятное дело, это был 1.6 КС. Вот. И как только я начал играть в доту более-менее, там попал на первую лигу, я на КС забил совсем, потому что игра мне казалась очень неинтересной с точки зрения именно тренировочного процесса. То есть, ну Ну да, она... правда, КС, наверное, одна из самых требующих усидчивости игр, на мой взгляд. Она в ней меньше переменных, наверное, скорее всего. То есть я все-таки долго играл в эту игру и примерно Мгм. могу сказать, что переменных в этой игре, которые нужно учитывать, их гораздо меньше, чем в доте. Ну, на самом деле. Вот если от первой до последней секунды игры, учитывая драфт, все это разбирать, то, как мы прекрасно понимаем, в КС поэтому порог вхождения и ниже, потому что понимать, что там происходит, в принципе, можно, не играя вообще в компьютерные игры. Что происходит в доте, не играя в компьютерные игры, скорее всего, ты в психушку уедешь через буквально 1 минуту просмотра. Вот. Поэтому, да, вот как только я понял, что мне не интересна простая стрельба, не в плане простая в исполнении, а в плане без скиллов какая-то Мгм, игра, мгм. вот просто где ты и серьезно при этом ты собираешься заниматься длительное количество времени, я понял, что мне просто не хватит любви к этой игре, чтобы это продолжить. Вот. То есть тебе больше рандом в играх нравится, да, который такой зрелищности там добавляет и тому подобное? Мне нравится больше возможностей в игре, которые хочется делать. То есть рандом сам по Мгм. себе мне не очень нравится, но количество просто возможностей и скилл кап, так называемый, в CS он, конечно, тоже очень высок. Но скилл кап в CS, он весьма однообразен. Он в стрельбе и в мувменте, да. Мгм. А в том же Апексе добавляются еще скиллы героев. Добавляются определенные навыки по позиционке, которые гораздо более, наверное, развит, в принципе, в батл-роялях. А в Overwatch ты Гораздо не больше играл? он решает. Нет, я не играл в Overwatch, хотя я всегда хотел в него поиграть, но так вышло, что выход Overwatch пришелся на мою активную доту-карьеру, и я ни Мгм. во что, кроме доты, собственно, и не играл в то время. Такие вот дела. Но я тебе советую в доту поиграть, ой, в доту, в Overwatch поиграть хотя бы по фанчику, потому что там вот прям и стрельба очень кайфовая, да, и, соответственно,
скиллы у персонажей тоже очень классные. Кирюх, но я слишком много слышал твоих рассказов про то, что люди там уезжают на лечение через год игры, поэтому я не Это, знаю даже, это потому, что стоит ли оно того. анимешников много было очень в Overwatch, они в целом зачастую сумасшедшие. Садуяма, Так в пример. я подхожу под категорию, блин. А, Получается, нельзя мне в Overwatch. так, но вы, по-моему, с Садуямой все равно, знаешь, два разных полюса таких, так что, возможно, все-таки подходишь. Ой, яма — это отдельная тема. Я думаю, она не для этого подкаста. Нужен отдельный подкаст «Яма». Вот там можно Гости поговорить. Это приходят долгий поговорить разговор. про А Садуяму. про Яму. И про Дворецкого, и про двери, про все на свете. Так, вопрос еще один. Читеры в Apex заебало, да? Конечно, само Так, все, собой. это конец вопроса. Не, ты чё, каждый день бы с ними соревновался в умении, так сказать, стрелять. Короче, я перед следующим вопросом, да, расскажу тебе офф-топ историю небольшую, да? Так. Так, сейчас я вопрос сначала почитаю, я забыл вопрос. Вспомнил вопрос. Короче, смотри, офф-топ история перед следующим вопросом. Я помню, мы как-то с Левой, ну, таскмастером, соответственно, на Угу, Firing Range стрелялись, да? И угу. он в один момент сказал, я отошел покурить, и я такой что-то стреляю себе расслабленный, жду, пока он вернется, и в один момент слышу выстрел из пистолета. И я думал, короче, это на улице у меня где-то, да, снаружи, испугался сначала. А оказалось, что это Лева, короче, чтобы его из АФК не кикнуло, с по 20-го несколько раз выстрелил. Так. Так, такой вопрос, короче. Какие у тебя в дальнейшем планы на гейминг, на стриминг, расскажи. Летя- Как это было? Летят два крокодила. Один на север, другой на юг. Сколько лет лысому ежику? Я понял. На такие вопросы всегда есть ответ, кстати, Да, это насколько я правда. помню. Там ответ, что ему 18, что он лысый, его побрили, чтобы он в армию пошел. А, Вот. логично. Да, вот такие дела получаются. В общем, планов на самом деле как таковых, их не совсем, ну, типа не совсем много, потому что план — это следующий патч Вове отрейдить. Это первый план. С экзорсами, да? Да-да-да. Вот. Не знаю, вот что мы будем делать с этой LCQ. Она сегодня или когда начинается? Сегодня, да. Ну, тогда, наверное, я ее скипаю просто. Да не, ну, я бы хотел, на самом деле, в Apex турниры немножко поиграть, но я сейчас мало играю, я сейчас больше доту смотрю, вот, и просто играю там по фану с ребятами во всякие подряд игры, вот. Поэтому планов как таковых Мгм. особо сейчас нет. Сейчас есть план просто быть лучшей версией себя и все на самом деле. Просто вот только это. Это отличный план, Илюх. Это звучит как цель жизни. Ну, так и есть, да. А вот в целом скажи, вот ты очень много времени сейчас без доты проводишь, да? Хотя раньше очень много времени проводил с дотой, соответственно. Не скучаешь? Мгм. Не появляются ли у тебя иногда мысли там, блин, вот бы в дотку сейчас на антимаге 12-тысячную игру свою провести? Так я играю иногда, просто мне не нравится компетитив составляющая игры. Она мне не нравится в том числе и потому, что у меня просто какой-то пэшн к этой игре пропал. То Мгм. есть я понимаю, что даже если я сейчас начну играть, задрачивать, и у меня, возможно, будет получаться, а может и нет, я никогда не загадываю такие вещи, потому что это просто глупо. Я не буду говорить фразы из ряда «если бы я захотел, у меня бы все получилось». Нет, я бы посмотрел по ситуации, но не получилось бы, значит, все, типа, мое время прошло, да. Мгм. Но я понимаю одну вещь. Мне как только нужно будет реально выкладываться и реально играть, да, там, на серьезном уровне, у меня просто нет желания это делать. А мучить себя, заставлять через силу играть в игру, которая мне не нравится, но которая принесет мне какие-то деньги, я не хочу. Мне кажется, это абсолютно не мой вариант. То есть кому-то по кайфу, кто-то так умеет делать.
идти как на работу в какую-то игру, заниматься этим я не могу. Как только я почувствовал, что я прихожу на КВ через силу, я просто бросил эту игру. То есть я понимал, что это не из-за команды, хотя у нас результаты были так себе. Это не из-за чего-то еще, не из-за жизненных каких-то обстоятельств, которые там тоже чуть-чуть навалились в какой-то момент. Это просто из-за того, что мне катастрофически неприятно находиться в игре, и я не вижу в ней перспектив. То есть мне не нравится, что делают Valve в игре. Мне не нравится, как они ковид-год покрыли. Мне не нравится то, что люди обещали выпустить определенный свод правил по поводу того, что люди часто произносят в сторону русскоязычного населения в Доте и ничего за Мгм. это не получают, никакого панишмента. То есть мы все знаем, что представь, если бы там было слово не русский, а другое какое-то слово. Что бы с этим человеком сделали в публичном пространстве, да? Я не говорю там про физическое и так далее, я к этому абсолютно не призываю, считаю, что это, не знаю, прошлый век и так далее. Но я просто говорю про то, что человека бы просто заканцелили, как и многих вот Ну людей. да, да, ты прав. Вот, поэтому мне не нравится Dota, мне не нравится, что делает Valve, мне не нравится, куда идет игра, и мне не нравится большинство людей в комьюнити СНГ Доты, вот. Понятно, Илюх. Понятно. Занимательно очень. Ну, я, кстати, Такие много вот следил делишки. раньше за Дотой, ты же знаешь, что я там смотрел, Да, да, ты болел. говорил, ага. Так, И вот мы здесь. Играем в да. игру, в которой сервера работают через день, и ты поставил 2 иконки, чтобы, в принципе, тебе на каньоне какой-то рандомный чел в твоем же турнире, в твоем же обе не дропнул игру. Это увлекательное занятие, ничего не могу Ну, сказать. я любитель того, чтобы мне разработчики хуем по губам поводили. Ты знаешь, я из Overwatch Да, пришел, из ты из Артефакта, Overwatch, Realm правильно, Royale. да. Это все про Я меня. прекрасно знаю, как выглядит игра в данной дисциплине. Я прекрасно осведомлен, как говорится, как близы любят в киберспорте, так сказать, найти свой путь вместо того, чтобы взять действительно успешный опыт многих прекрасных компаний, которые Мгм. занимаются киберспортом. И жиденько так обосраться по всем параметрам. Да. Так, может быть, у тебя история какая-нибудь есть интересная? Может, ты там на буткемпе однажды был, и кто-то со стула смешно упал? Расскажи. Самая веселая история с буткемпа всегда была, есть, будет. Это наш буткемп в хостеле. В Значит, хостеле? зайду издалека. Да, это был 2013. Вот сейчас те самые дедовские истории. Пришло время Cool Story Боба. Ставь Cool Story Боб у импульса в чате, если будешь это смотреть там. В общем, происходило это следующим образом. Так как киберспорт был в зарождении, получали зарплату мы тогда $300 в месяц. Мгм. Несмотря на то, что мы выиграли чемпионат мира тогда, благодаря которому небезызвестный Ярослав Мыс Кузнецов до сих пор у всех на устах. Вот. Одна из причин, по крайней мере. Вот мы получали зарплату $300 в месяц. Буткемпы у нас были. Один в хостеле был буткемп, где мы жили с абсолютно незнакомыми нам людьми. Подожди, нужно узнать, насколько это хостел. Это хостел, где есть раздельные комнаты с кроватями, или хостел, где несколько ярусов у кровати есть? А И я продолжаю. Вот ты понял, понял. дослушай. Ты можешь просто слушать. Все твои вопросы сейчас будут отвечены. Значит, заходишь ты в этот хостел, там стоит примерно 30 пар обуви. Вот, поднимаешься на второй этаж Строительные и, робы. и понимаешь, что ты попал в комнату, где стоит 6 двухъярусных кроватей, и живешь там не только ты с командой. Там есть еще люди. Их, если что, 6 человек. Рандомных абсолютно людей, никого из них мы не знаем. И вот мы вроде разместились. На кровати я спал с абсолютно случайным человеком на втором ярусе. То есть Вы это был вдвоем, в даже смысле, не... на втором ярусе с ним лежали? Нет, нет, конечно, нет. Я имею в виду, что на первом Понял. ярусе Ну, у меня это хорошее лежал уточнение, не мой что... тиммейт, не мой тиммейт. Мгм. Мы именно лежали с рандомными людьми. И каково было мое удивление, когда в первую ночь я просыпаюсь в 5 утра, а подо мной этот человек начинает выть.
как абсолютно побитый пес. Он храпел в виде воя. Я сейчас не преувеличиваю. Вы можете спросить моих тиммейтов, с кем я играл в то время. Примерно это выглядело так. 6 утра на часах. Я где-то в 4 засыпаю, да, стабильный, типа, киберспортивный на тот момент режим. И подо мной происходит вот следующий звук. И вот это происходит где-то 1,5 часа. Слава богу, у меня с собой капли. Иначе я бы на него, наверное, что-то тяжелое уронил. Ноутбук там или планшет, не знаю. Что-то бы у него на лице точно лежало после этого всего. Со словами «Ой, я случайно». Илюх, Вот, еще, да. понял, извини. Я просто хотел, Нет, друг, офф-топ это вопрос, начало можно? буткемпа. Да, давай. Офф-топ. А ты сильно бы удивился, если бы в один момент зашла женщина и сказала так: Илидан где-то здесь? Наверное, я бы удивился. В том хостеле, конечно, разные персонажи жили, но с таких я бы удивился, наверное. Если бы это была женщина, да, я бы крайне удивился. В общем, я рассказываю дальше. Я думаю, ну ладно, один денек такое произошло, ничего. Наверное, на следующий день такого не будет. И, в общем, человек как по будильнику в 6 утра каждый день выл. Просто во сне. Я не знаю, как это и что это было, но это только один момент, который там происходил. Момент второй. Как-то раз мы пришли, значит, опять буткемп у нас, соответственно, играли мы в Киев Киберспорт-арене, мы каждый день ездили на метро туда, да, Мгм. играли там всю ночь до там закрытия клуба и возвращались. Я Вот, тоже где-то из до Киева. 10 вечера. Вот. Киев Киберспорт-арене именно мы буткемпили. Я видел ее один раз снаружи. Понял тебя. Вот. И, значит, мы потом едем обратно и понимаем, что какая-то суматоха, и Мгм. в нашей комнате, да, и пришел хозяин, да, хостела, вот, и говорит, что сейчас все сделаем, там, ну, мы не слышали начала, мы услышали вот этот пример, что сейчас все сделаем. И приходит человек с матрасом, оказывается, что просто его вот этот шканарь, да, уже кто-то занял. То есть просто пришел человек и лег туда. А вот этот парень, который должен был там лежать, он уже спит на полу. И мы такие, прикинь, ха-ха-ха, с кем-то из нас это случится. Что происходит на следующий день? Мы возвращаемся, и на шканаре НСа кто-то спит. Рандомный абсолютно человек. И в этот же день у нас в комнате появляется человек с респиратором, как, блядь, у Бэйна в 3-м Бэтмене. Я не шучу. Там такой звук. Осталось только, я не знаю, Дарт Вейдер, звезда смерти должна быть построена в срок. Там такое дыхание было. Вот Бэйн из Бэтмена это идеальная иллюстрация вот просто этого человека. И как-то ночью мы залетаем, и НС разворачивается вот и понимает, что у него просто кто-то спит на шканаре. А это 4 утра, чтобы ты понимал. Мы выкатываемся с Сантой просто из комнаты, чтобы никого не разбудить. Мы ржем так. Я думал, я умру, честно говоря. Мне так смешно не было с тех пор, наверное, я не знаю, пару раз только. Ну вот правда, там был настолько просто невероятный смех, что мы катались по полу, мы просто стучали кулаками вот по деревянному полу, просто чтобы успокоиться. Мы не могли ничего сделать. Ну, просто было смешно до одури. И усугубил-то НС, который вот в такой позе с матрасом в обнимку идет, значит, на 2-й этаж, чтобы лечь спать. Потому что шканарь бы, естественно, никто не освободит. Это был мой первый буткемп, если что, в киберспорте вообще. Вот такой вот он был. Мы, кстати, довольно Интересный неплохо хостел. выступили. Да, хостел был топовый. Там еще хозяин спал час в день на протяжении 2 недель. Это было... Час в По день. нему было видно, да, по нему было... Там просто нечеловеческие вещи происходили с его Я один раз организмом, тоже кажется. был в хостеле со Слимером, Так, который бывший так. тренер гамбитов, но там прикольно Ага. было. Типа, кроме Слимера, там все остальное было прикольное.
Я ее, кстати, рассказывал много раз уже на стримах, но на самом деле именно в виде записи этого нет. То есть это эксклюзив для моей записи. Это на самом деле, по сути, это эксклюзив, потому что хотя даже я не уверен, что я на стриме рассказывал. Я ее точно рассказывал кучу раз своим друзьям, Мгм. потому что, ну, это просто что-то феерическое. Такого со мной в жизни, вот таких приключений, и только один раз со мной случались такие же приключения. Когда ам, мы летели на LAN, Мгм. нас должны были высадить на самолете в Алматы, но прилетели мы в Караганду. Потому что в Алматы нельзя было садиться, и самолет, я не знаю, часов 10, наверное, кружил. Мы сели, нас потом еще раз подняли в воздух, потом еще раз опустили и сказали, все, до утра мы не полетим, а у нас в 10 утра уже турнир. И мы на бэхах, на автовокзале, распихали нас по бэхам на два состава бэх, команду нашу, значит. И мы поехали на бэхах 1000 километров всю ночь. Мы ехали, и мы, не спав, с бэхи прям. Я не спал третьи сутки. Мы поехали играть турнир. Вот этот OSPL Cup. Мы его выиграли, кстати говоря. Но Смайл в финале literally спал. То есть он сидел и засыпал. Вот прям он сидел справа от меня, и я поворачиваюсь, а там Смайл вот так сидит уже. Понимаешь? Это было, кстати, на второй день, потому что первый день мы просто группу вынесли за часа 2 в сумме и пошли спать. Но Смайл был не из тех, кто идет спать после троих суток не спавший. Он пошел дальше, так сказать, развлекаться и тусить с друзьями в Казахстане. Вот, такие вот делишки. Пиздец какой-то. Это знаешь, почему-то мне еще Никита рассказывал, и у меня теперь есть ощущение, будто бы перед турнирами не нужно спать, потому что Никита говорит, что QuakeCon он свой выиграл, когда очень плохо поспал и пошел играть потом, насколько я помню. Слушай, я какой-то лан тоже так выигрывал, но не большой лан. То есть это было во времена вот нон-прошек московских. Но не было такого, что я прям, ну, лан такой играл и какой-то серьезный. Вот были нон-про, да, я так их играл. Помню, не спал всю ночь, приехал на утро, вечером выиграл там нон-прошку какую-то с ребятами, вот. Понятно, я тоже хочу выиграть что-нибудь. Но это так, если интересно тебе. Было бы Я клево знаю что-нибудь про твое выиграть. желание. Это хорошее желание. У меня есть вопрос. Apex или мама? Так, Это вопрос. это и то, и другое, конечно же. На этот Понял. вопрос так не отвечают. Я знаю эти вопросы про стулья там и так далее. Тут вопрос, тут не выбирают, понимаешь? Я возьму оба варианта. Особенно, если это мама читера. Ну, есть вариант выбрать, так что хороший вариант. Как говорил один великий персонаж, если есть выбор между большим и меньшим злом, я предпочитаю не выбирать вовсе. Нифига Ауф. себе. Так, собственно, Илюх, это, можно сказать, конец. И сейчас, если честно, мне нужно проверить Телеграм. Я писал Олси, чтобы он написал мне какую-нибудь смешную шутку про тебя. Мне нужно проверить. И если Давай. там шутки нет, то, соответственно, будем заканчивать. А Так, телеграмма ли? Ага. Телеграм, я с телефона проверяю. Так, он сказал, что шутки нет пока что. Ладно, тогда давай будем заканчивать наш с тобой выпуск. Спасибо большое, Илюх, что пришел. Я пожму руку тебе. Все, хендшейк удался, бро. Да, Это соответственно, было неплохо. отличный выпуск, мне кажется, получится. Спасибо Да, большое, мне тоже Илюх. понравилось. Да, и тебе Топчик. спасибо, Кирилл. Тик-ток, 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 тик-ток.